Будете, Рустам? Давай, сегодня можешь побыстрее сыграть? Вчера запомнил. Пошел, ты знаешь куда? Можно знать. Копи лучше. А? Копи, кстати. Копи лучше. Не сел ко мне в машину? Вот, машину просил. Я давно готов, я тебе сказал, открывай и все. Я играть начал Шопена, ну, буквально с детских, самых ранних лет. И, безусловно, Шопен мне, с одной стороны, вроде бы и был очень близок и очень дорог, и с другой стороны, был безумно сложен и очень трудно доступен. И правильно говорил Генрих Густавович Нейгаус: сыграй мне Бетховена и Шопена, и я скажу, какой ты музыкант. Это действительно такие есть вершины. Шопен в этом композиторе, наверное, пожалуй, как ни в одном другом, так в лакмусовой бумажке выражена вся душа, вся натура исполнителя. Здесь невозможно скрыться никуда. 45 лет я играю этого композитора, можно сказать. Первым моим произведением был знаменитый посмертный до диез минорный ноктюрн, который я играл 8 лет. И вот с тех пор этот композитор со мной все время. Я не знаю даже, ну я практически сыграл все, что он написал. Я имею в виду во всех разделах его фортепианного творчества. И фортепианный концерт, F-мольный именно, это один из самых любимых моих концертов именно. Искусство принадлежит элите. Искусство вообще – это элитарное произведение. Поэтому эта навязанная нам фраза «искусство принадлежит народу», которая как бы была таким идеологическим знаменем всей нашей жизни, почему я и сказал, что искусство не принадлежит народу. Это как бы в противовес вообще всей нашей той фальши и той жизни, в которой мы жили. И действительно уникальное явление, что во всей этой фальши все-таки сохранились островки правды, островки свежести, островки чистоты чувств, чистоты выражения. Это ведь просто поразительно, как все-таки это сохранилось. Поэтому я и говорю, что искусство элитарно, оно не может быть понятно и нужно массам народа. Массам народа нужен совершенно другое. Им нужно зрелище и хлеб. Это безусловно. И вот элита, чем больше будет элита, чем шире станет элитарный круг, тем лучше будет жить. Пальцы. Пальцы – это средство выразить твою душу, твой интеллект. Это пальцы.
От длины пальцев ничего не зависит. Ничего. У Гиллиса была широкопалая рука с короткими крепкими пальцами. У Артура Рубинштейна, например, развернутый угол между вторым и первым пальцем. Он такой вот от природы. У Генри Густавовича Нейгауза была малюсенькая ручка, сухенькая, небольшая. Но это не мешало ему быть выразителем совершенно уникальных мыслей, уникальных деяний, что он делал за роялем. У Рахманинова была огромная лапа, у Клиборна гигантская лапа. Например, у меня довольно при моем небольшом росте, совсем, можно сказать, маленьком росте, у меня довольно большая рука, я беру свободно до фа, это для профессионалов. Достаточно, но главное, что у меня огромное растяжение между пальцами. Я помню, будучи еще совсем юным, я прочел книгу Генри Густавовича Нейгауза «Искусство игры на фортепиано», где он приводит пример уникальности рихтеровских растяжений. Он берет аккорд, Рихтер. Ну, я, естественно, тут же побежал к роялю и взял точно такой же аккорд. Был безумно горд и бегал всем, рассказывал, что я беру такой же аккорд, как и Рихтер, хотя Рихтер огромный, а я маленький. Это было где-то, я не знаю, мне было лет 15, наверное. Я живу здесь, потому что здесь жизнь создана для того, чтобы я мог работать. И чтобы я мог своей работой помогать как можно большему количеству детей, которые живут в Советском Союзе. Что я и делаю. Иметь такую возможность в России, будучи профессором Московской консерватории, у меня бы не было. Это безусловно. Я живу здесь постоянно. Это, безусловно, сейчас это мой дом. Дом, в который я приезжаю, дом, в котором живет моя мама, в котором живет моя жена, когда она не занята своей профессией, когда она приезжает сюда. Дом, в который приезжают мои друзья, в котором я с удовольствием с ними встречаюсь. Но я должен сказать, что вот помыслы мои, мысли мои, какие-то действия даже мои, все-таки все связано с моей родиной, с моей страной. Отсюда и не получается. Это очень по-простецки ты играешь. Понимаешь? Я здесь. Розина Левина была в Джульярдской школе, Оксана Яблонская преподает там же.
Володя Виардо преподает в Техасе, очень многие музыканты преподают в Германии, в Англии. Но все мы носители и несем русскую школу, русскую советскую школу. И я говорю, почему я говорю о нашей школе, потому что другого аналога, чем русская, а особенно советская школа, нет в мире нигде. Такого самопожертвования учителей, такой любви учителей к своей профессии, к своим детям, которые они несут изо дня в день. Сашенька, ты понял? Значит, здесь мы берем одну педаль обязательно. Ре, только здесь. И здесь диминуэнда у нас начинается от 3 форте. А ты начинаешь диминуэнда от 1 форте. Вот так. Напрягись, пожалуйста. И вот это качество наших людей, это широта натуры, помноженная на глубокий профессионализм, который все-таки воспитан в нас. И не только в моем поколении, и в поколениях до меня, и в поколениях после меня воспитана вот эта безудержная преданность своему делу по-настоящему. Вот это и является одной из составных частей русской культуры, я имею в виду исполнительской культуры. Viel besser. Ja. Weißt du warum? Erste 3 ist Forte, zweite 3 ist immer besser Forte. Всего за 5 лет пребывания здесь у меня создан, я не побоюсь этого сказать, что у меня лучший класс, пожалуй, во всей Германии, если не только в Германии, но, может быть, во всей Европе. У меня сильнейший класс, интернациональный класс, в котором учатся и корейцы, и японцы, и французы, и немцы, безусловно, и русские, и украинцы, и казахи, и кто только у меня не учится. Это если вот в первый год, когда президент школы очень волновался, что я буду даром есть немецкий хлеб, какие-то были еще такие сомнения, то уже буквально на второй год эти сомнения отпали. Сейчас мы ожидаем приемные экзамены. У нас невероятный бум именно на фортепианное отделение. Свыше 180 заявок подано на 29 мест. Вот. И, как сказал декан фортепианного факультета, он говорит, ну и, конечно, тут даже сомнений нет, что половина этих заявок все в основном идут к тебе. Подожди, подведи. Яркая одаренность определяется сразу. Возможность исполнительские и именно концертного исполнителя определяются тоже практически сразу. То есть если человек любит эстраду, жить без нее не может, значит, он будет всю свою жизнь посвятить этому. Это безусловно. И сразу это определяются, во-первых, это невероятная тяга ребенка.
особенно в раннем возрасте, он очень тянется. Это другое дело, когда начинается сложный период, там где-то порядка 12-15 лет, вот в этом период, это все зависит уже от родителей и от педагога, как они ведут ребенка к этому сложному периоду, как занимается, какое окружение у этого ребенка. Вот это вот очень важно. Но яркая индивидуальность мгновенно видна, мгновенно слышна. Но бывают очень яркие индивидуальности, которые боятся эстрады, боятся сцены. А это практически уже, конечно, ни о какой концертной деятельности в дальнейшем быть речи не может. Без страха нет такого артиста, который бы не боялся бы выйти на сцену. Я не помню себя, как мне рассказывали там в 10 месяцев, когда я начал петь без слов, естественно, идеально, чисто. Я не помню себя там в 2 года, когда к маме подошел дирижер духового оркестра, которые были по всем паркам и садам в то время играли, 47-48 год, и сказал, что меня надо учить, что у меня идеальное чувство ритма и все. Этого я не помню, но уже первые свои выступления, буквально первые свои шаги на сцене я ужасно боялся. С одной стороны, у меня тут же наступала медвежья болезнь, меня вытягивали на сцену прямо из туалета, я мчался. Вот, но я мчался, я ужасно любил. И Анаита Степановна Сумбатян, мой великий педагог, у которого я продолжал заниматься в московской десятилетке в школе, она говорила, показать Вове сцену, это все равно, что быку красное. А кто это тебе купил, Таня? Ну, наверное, кто еще покупает. Не нервируй маму, кушай. Каждый день. Ну хорошо, значит, в октябре я буду разговаривать с женой президента, я надеюсь. Его еще к этому времени не снимут. И будем Проситься. Я говорю, я хотел бы очень, чтобы Мишка прошел на 2-й тур. Да. Потому что там дают участникам 2-го тура, дают $2000. Вот важно. Веселый мальчик у нас. Ты будешь улыбаться все время, с утра до ночи. Улыбаться, улыбаться. У Горовица, когда он приехал к нам, ему было 82 года, была та же энергия, которой он обладал в юношеские годы. Не было той силы, физической силы, но энергия и посыл, которые в нем были, в нем и оставались. И это ведь не обязательно энергия, переходящая в силу, энергия духа.
Энергия ощущений, безусловно, оставалась той же, но мудрость, с которой он подходил к расходованию этой энергии, просто, конечно, она приходит к человеку с годами выступлений, с годами общения с публикой, с годами общения с самим собой. Приходит умение распределять ту энергию, которая необходима для выражения того, что ты хочешь сказать. Есть энергия, которая идет даже через шепот, такая, которая может заставить подняться зал. Моменты бывают такие, когда абсолютное растворение с композитором, абсолютное растворение со своим данного времени, данной минуты, может быть, состояние, когда ты, в общем, уходишь целиком и забываешь обо всем. У великих музыкантов, у великих исполнителей все равно, так или иначе, контроль, может быть, он даже сейчас не отдает себе в этом отчета, это уже настолько выработано, что контроль обязательно сохраняется. Иначе это уже не великий исполнитель. Если посмотреть, то все, конечно, все это идет через какую-то призму такой и гордой, и ласковой печали. Вообще все творчество шопеновское идет через печаль, через какую-то трагедию даже. И вот это, может быть, вот эта светлая все-таки трагедия F-мольного концерта Шопена, я практически даже во всех мажорных эпизодах я не слышу звуков радости. Может быть, какая-то легкая улыбка иронии даже есть, появляется в этом концерте, но не радость. Даже во всех мажорных эпизодах это как бы такое сожаление, улыбки и всепонимание того, что происходит в этой жизни. Это человек, проживший такую довольно трудную, глубокую, сложную жизнь, с огромным сердцем, с огромной душой, который понимает и прощает.